Вряд ли Кевин помнил, как жил в доме, будучи щенком. С раннего детства его начали подготавливать к уличной жизни. Сейчас пес не представлял, как можно жить по-другому. Даже если у него была бы возможность, не факт, что пес променял бы свободу и раздолье на домашнюю скуку. Кевин жил в теплой будке, имел трехразовое питание, носился по территории дома, ощущая свободу. Псу нравилась такая жизнь, он считал ее идеалом. «Папуль, а Кевину не холодно?» – спрашивала маленькая дочка Егора. Это он 1,5 года назад забрал домой маленького щенка, которого подбросили на работу. «Нет, малыш, не переживай, я утеплил будку изнутри. Тем более у нашего Кевина густая шерсть, которая не даст ему замерзнуть». Однако этот разговор состоялся в начале зимы. В декабре температура никогда не зашкаливала за -20 градусов. В середине зимы наступили лютые морозы. На улице было -30 градусов, а иногда еще холоднее. Когда Егор подходил к Кевину, пес вылезал из будки крайне неохотно, он дрожал и скулил. Псу было очень холодно. Поэтому семья Егора приняла решение впускать пса в дом хотя бы на ночь. «Будем впускать Кевина греться в дом, но он должен постоянно находиться под присмотром. Он у нас уличный пес, неизвестно, как будет вести себя в домашней обстановке. Лишь бы мебель не сгрыз», — сказал Егор своим домочадцам. Дети, которые давно мечтали, что Кевин окажется дома, пообещали, что не спустят глаз с собаки. Кому уж точно не понравилась идея о том, чтобы приютить Кевина, так это домашнему коту Федьке. В течение всей зимы пожилой кот спал на диване и не собирался менять свой образ жизни из-за появления в доме какой-то собаки. Когда вечером Егор подошел к будке и окликнул Кевина, пес подбежал, довольно виляя хвостиком. Правда, он не сразу понял, чего хочет хозяин. В дом Егор буквально затащил недоумевающего пса. «Вы что, меня с Федькой перепутали? Это он живет в доме, а я дворовая собака», словно хотел сказать Кевин. Еще больше собака растерялась, когда встречать его вышло семейство в полном составе. Даже Федька встал с дивана, чтобы посмотреть недовольным взглядом, словно ругая хозяев за их поступок. Кевин всегда был шустрой и подвижной собакой. Однако в доме он вел себя очень скромно, словно боялся что-то сделать не так. Ночевала собака на маленьком диване в коридоре. Даже во сне Кевин довольно вилял хвостиком, словно благодарил хозяев за то, что не дали замерзнуть в холодную погоду.